Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных, сочных и очень-очень быстрых мега-шоколадных коржей, которые нарезаются еще горячими. Они не требуют времени на отдых, и их можно сразу же использовать в торте, и они не требуют пропитки. Также их можно кушать как отдельный десерт самостоятельный. Для выпекания данных коржей мне потребуются вот эти все продукты. И продукты должны быть все комнатной температуры обязательно. Здесь у меня 5 средних яиц весом по 50 грамм. 200 грамм обязательно размягченного сливочного масла. 220 грамм сахара. Щепотка соли. 2 пакетика ванильного сахара. 135 миллилитров слегка теплого молока, не горячего, но слегка теплого, 50 грамм какао-порошка, 250 грамм муки и 12 грамм разрыхлитель для теста. Итак, соль я отправляю в яйца и также ванильный сахар. И взобью все это сейчас до такой пивной пены, скажем так. Не больше, просто чтобы разошлись все желтки и чтобы в них потом можно было хорошо вмешать сахар. Делается это все очень быстро. Тем временем духовка у меня разогревается на 175 градусов Цельсия. Эти коржи я буду выпекать в двух формах, я сейчас объясню почему. Делается очень быстро и получается мега шоколадный и мега вкусный этот корж. 220 грамм сахара отправляю в яичную смесь. Вот так вот она до пены у меня слегка дошла. Просто сахар в этом состоянии разойдется быстрее. И взбиваю буквально пару минут до такой побелевшей пышности. Все. Яйца больше я не буду взбивать здесь. Сейчас этими же венчиками, я не меняю их, взобью сливочное масло. Буквально пару минут тоже до такого побеление, я бы сказала, не сильно я его здесь даже взбиваю. Масло должно быть где-то температура 25 градусов, 24, но не меньше, иначе у вас будет сильно отсекаться это масло от яичной смеси. Хороший вот этот рецепт, он всегда соединяется и всегда у вас все получится. Здесь просто прорабатываем венчиком. Все масло я всегда ввожу туда. И все. Смесь готова. Сейчас туда же я вливаю слегка теплое молоко. Не горячее, но ни в коем случае не холодное. И тоже просто прорабатываю венчиками. Сейчас всю сухую смесь я соединяю в миске, перемешиваю слегка это ложкой и обязательно просеиваю уже в 3 приема в жидкую смесь. Это важно, потому что шоколадный бисквит ни в коем случае не должно там остаться никаких белых комочков. После разрыхлителя могут быть эти белые комочки, и потом их никак не удалить. Просеиваем в 3 приема. Очень многие меня в комментариях спрашивают, как правильно вводить сухую смесь. Вот показываю, как ее правильно вводить. Это все делается очень быстро, гораздо даже быстрее, чем я показываю. И буквально по несколько секунд прорабатываю миксером после каждого просеивания. Это все длится буквально какие-то секунды. Здесь не нужно ничего долго взбивать. Когда разрыхлитель уже попал в смесь, здесь действовать нужно очень быстро. Обязательно со стенок все снимаем лопаткой. Опять все это перемешиваем, и тесто уже готово. Обязательно лопаткой здесь все это убираем со стенок, потому что, чтобы, еще раз повторяю, белых этих вкраплений потом не попало в бисквит. Все, дольше взбивать не нужно. Я здесь специально не стала вырезать, потому что шоколадные бисквиты всегда много вопросов очень. Теперь форма у меня уже приготовлена по 18 сантиметров в диаметре. Выпекать я буду ровно полчаса, режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне, в заранее уже разогретой духовке. Здесь будет казаться, что теста совсем мало, но тесто подымется на 4 и на 5 сантиметров в каждой форме. Сейчас у меня.
Больше разрыхлителя здесь добавлять не нужно, иначе коржи будут такими суховатыми. Все, и теперь я ставлю уже выпекаться. И ставлю выпекаться ровно на полчаса. Полчаса прошли. Коржи выпеклись. Смотрите, как они сильно у меня поднялись. У меня 8,5 сантиметров в высоту каждая форма. Если бы я их выпекала на 160 градусах сейчас Цельсия, они бы выпекались дольше, но горок вот этих разломов у них бы не было. Тоже проверено уже на собственном опыте. Но когда нужно быстро, я сейчас показываю именно этот вариант. Посмотрите, какое идеальное дно. Как оно хорошо отстает у меня от фольги. Здесь я просто вырезаю все это острым тонким ножом. И оставляю до той степени остыть корж, чтобы я хотя бы могла до него дотрагиваться, потому что очень горячее это сейчас все. Я сейчас при вас нарежу, и посмотрите, я специально термометром померяю коржи, что горячими еще коржи я буду сейчас нарезать. Вот такие вот 2 коржа у меня идеальных получаются. Нарезаю струной. Многие спрашивают, где взять такую струну. Во всех кондитерских магазинах и в интернет-магазинах она всегда продается. На Алиэкспрессе продается. Посмотрите, какие коржи. Пар идет из коржей, и как они идеально ровно нарезаются. Они очень сочные, они ни в коем случае не требуют пропитки. Их можно кушать как отдельный десерт. Просто посыпать сахарной пудрой и подавать как самостоятельный десерт просто к чаю. Сейчас я возьму кондитерский термометр, специально перед вами здесь померяю температуру, чтобы не быть голословной, чтобы вы посмотрели, как быстро делается этот бисквит. И сейчас вот до 70 градусов Цельсия дойдет у меня термометр кондитерский. И посмотрите. Действительно, это очень важно, потому что в разных случаях бывает нужен очень срочный торт. И вот вам, пожалуйста, такие коржи очень хорошо сочетаются именно с легкими кремами, такими как вот у меня есть на канале различные кремы со вкусом мороженого. Клубничное мороженое, персиковое, малиновое. Я дам обязательно ссылку в описании к данному видео. Посмотрите, как разламывается, какой он воздушный внутри этот бисквит. Я специально вот вам показываю здесь. Очень нежный, очень легкий. И вот такие коржи у меня получаются. Буквально через полчаса можно сразу же с ними собирать торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.